Рассмотрим критерии формирования боковика при вырождении тренда вверх. Первая предпосылка возникает, когда цена пробивает максимум. На схеме этот максимум помечен единицей, а затем возвращается к минимуму 2. Вторая предпосылка возникает, когда цена не может преодолеть последний локальный максимум. Дают ли эти критерии 100% вероятность формирования в дальнейшем боковика? Нет, на рынке 100% вероятности нету. Но после этих признаков тренд ослабевает и, скорее всего, на некоторое время перейдет в боковое движение. А для более надежной идентификации боковика есть третий признак. Одной из особенностей боковика является то, что при пробое его границ чаще всего не возникает тренда. По этому критерию можно отличить боковик от флага. Потому что когда формируется флаг, то это означает, что на пути тренда появился большой покупатель или продавец. А когда формируется боковик, это означает то, что у участников нет единого мнения о цене актива. Боковик — это некоторое перепутье, неопределенность, поэтому так важно на ранних стадиях определять формирование боковика. Теперь посмотрим, как это выглядит на примере. Первый признак — цена пробивает локальный минимум и быстро возвращается выше, после чего следующий максимум не обновляется. Здесь важно отметить, этот минимум может протестировать уровень или не дотянуть до него. Главное, чтобы он не шел ниже текущего локального минимума. И последний признак. При пробое границ диапазона цена возвращается внутрь. Понятно, что боковик не вечен, и когда-то он сменится трендом. О том, какие признаки подскажут, когда боковик переходит в тренд, расскажу в следующем бесплатном вебинаре. Приглашаю всех 6 августа в 18 по московскому времени на вторую часть урока «Как торговать в боковике». Еще пару слов о том, что боковик — это не флаг. Разберем, в чем отличие. Когда на тренде формируется флаг, то мы видим, что цена двигалась, а потом уперлась как будто в стену. Стена в данном случае — это плотность из лимитных заявок. В данном примере плотность заявок на продажу. Что произойдет, если трейдеры, настроенные на рост, раскупят эту заявку? Конечно, цена продолжит движение. А в боковике, в отличие от флага, нет внятного желания покупать или продавать. Боковик — это неопределенность. Поэтому при пробое границы боковика цена чаще всего возвращается в диапазон. Теперь покажу, как на практике применять эти критерии.